Ciao, benvenuti a un'altra tappa di Russo con piacere. Abbiamo lasciato Gusel e il suo sogno di Maliturish e la seguiremo per vedere come si svilupperà con gli anni e come lei costruirà tutto quello che vuole fare. Abbiamo ripreso la Transiberiana e attraverso una notte più o meno siamo arrivati a Chelyabinsk. Da Chelyabinsk abbiamo preso l'auto e siamo andati più a sud nella steppa russa al confine col Kazakistan. Il paesaggio pian piano cambia, passa dagli alberi, dalle foreste, pian piano gli alberi si diradano e arrivano alle praterie. La steppa è completamente senza alberi ed è completamente piatta. Karakol è un piccolo villaggio di quelli che erano le fattorie collettive ai tempi dell'Unione Sovietica. Si trova al confine col Kazakistan, proprio sul fiume che segna il confine tra i due stati. Qui incontreremo Olga, che ci spiegherà come preparare la bevanda tipica russa, il kvass. Il kvass è fatto da pochi ingredienti basilari, è fondamentalmente un fermentato di pane vecchio, molto in sintesi. Andiamo ad incontrarla e andiamo a capire come si prepara a casa il kvass. Марко, я готова. Я тоже. Давай, пошли. Давай, все, сейчас будем квас делать. О, готов? Да. О, это надо для квас? Для кваса не Для надо. квас, да. Не надо. Здесь. Супер. Значит, вот смотри. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. А где мы сейчас? Мы сейчас находимся в России, в Челябинской области, на Урале. Село Каракульское, древнее казахское село. А там есть Казахстан. Там Казахстан. Мы находимся на границе с Казахстаном. Вот горизонт, Угу. там поля уже другой страны. Вау. Вот это Россия, а там Казахстан. Отлично. И у нас есть сейчас минус 40 градусов, да? Плюс 40. Плюс 40, окей. Плюс 40 градусов. И Отлично. мы для того, чтобы свое состояние немножечко охладить, мы готовим по русским традициям напиток, Мгм. который немножечко нас охлаждает. Называется это квас. Вот это. Обычный квас, да, хлебный квас. Внутри кваса хлеб, дрожжи, сахар, вода. Только черный хлеб. Да, Черный черный, хлеб. черный Да, хлеб. для белый хлеб не работает? Нет, он не получится. И добавляется в квас, ну, разнообразные добавки. Вот я добавляю изюм, Вот это. листья смородины. А, Вот, листья смородины. Ага. Можно добавлять, кто-то добавляет варенье. это все хлеб. Это закваска, это закваска. А, закваска. Да, а вот это вот уже добавка. Изюм, чернослив, Угу. листья смородины, листья А вишни. какая ягода вы хотите? Можно. Вот сейчас здесь Изюм. изюм. Изюм и листья смородины. А можно тоже Да. земляница? Нет, земляника нет. Можно черной смородины добавить туда, потому что листья смородины можно и ягоды добавить. Оно придает крепость. Вот любая добавка, она придает крепость и ядрёность. А надо быть кислый или сладкий? Это как кто любит. А. Кто-то любит покислее, кто-то любит послаще. Мгм. Я люблю кислый. Я люблю тоже кислый. Поэтому мы сейчас вот попробуем. Вот это у нас уже готовое, Мгм. а вот из этой банки я перелила вот сюда, и сюда все равно добавляю еще изюм, Мгм. чтобы когда уже готовый квас стоял в холодильнике, холодный, но добавляю изюм, чтобы продолжался процесс вот этот вот, Чуть-чуть. да, чтобы ядрёность это- придавалась. Вот Это без алкоголя, да? какой-то процент небольшой А, градусов. 0,5, 0,6. Ну, какой-то, наверное, есть, Окей. да. Чуть-чуть есть. Поэтому, когда предполагается сесть за руль, то квас лучше не пить. Как готовить? Ну, готовить его очень просто. Главное соблюдать всю вот последовательность и, ну, приближаться как-то вот к рецепту классическому. Как я делаю закваску? Тут самое главное сделать правильно закваску, чтобы он забродил. Мгм. Для начала. Да, вот это самое главное. Что я делаю?
Я режу вот такими вот кусочками черный хлеб. Любой, бородинский, ржаной просто, любой хлеб. Этот рецепт, ну, он передается от поколения к поколению, то есть Ты у кого родители. его взяла? Ну, это у мамы я взяла рецепт. А, и ты его всегда И делаешь? я его всегда Это так рецепт делаю. ваша From the семья. mama. Да, да. Вот такими кусочками нарезается хлеб, и потом его сушишь в духовке, в плите. Вот до такого состояния. То есть не надо пережаривать, потому что если пережарится, будет горчить, Мгм. горько будет. А так вот до такого состояния мы пережариваем на противне. Да. И затем вот эти вот сухари я закладываю в банку. Вот мы сухари, ну вот предположим, что это сухари, да? Уже сухие. Окей. Что это у нас? So, половина. Банка или все? Сейчас делаем вот так вот. Вот так где-то. Почти все, да. Да, потому что они потом будут набухать, Мгм. и будет полная банка. Мы А это дрожжи? это вот воронежские называются, обычные, Дрожжи для хлеба. обычные, да, кулинарные дрожжи, обычные. Вот ложечку дрожжей. Мы делаем квас. Вы знаете как? Вот. Сахар. Сахар обязательно. 2 Это, ложки, да? да. И добавляем Вода. теплой водой. Вот это все перемешиваем вот так вот. Закрываем Мгм. и ждем сутки. Мгм. Сутки ждем. Под солнце или не надо? Оно должно быть теплое, Тёплое, все время окей. теплое, да. Там же дрожжи, надо, чтобы оно было теплое. И вот они вот разбухают, и будет полная банка. И в результате должно быть брожение, эффект брожения начаться уже. Да. Вот пузыречки, когда вот появятся. То есть нам надо, главная цель, дождаться, когда забродит вот эта вот масса вся. Когда вот это вот наполнится, это вот сутки должно пройти, потом еще раз перемешать, можно добавить еще сахарку помимо, вот, ну, вот за эти сутки. Все, вот это получается готовая закваска. Окей. So, сахар тоже для дрожжей. Обязательно, обязательно. Все, вот это вот закваска. Ну, чтобы побыстрее, чтобы процесс побыстрее начался, брожение, можно сделать вообще кипятком. Вот залить сначала кипятком без дрожжей. Дрожжи не любят кипяток. Да. Кипяток убивает Да. это. Сделать просто сначала хлеб, сахар и кипяток. Они дойдут, распарятся, и когда охладятся, будут теплые, тогда можно добавить дрожжи и еще раз подержать. Ну, это подольше, но эффект может быть получше. Кто как, вот по-разному может делать. То есть самое главное, что знать, что если без дрожжей, то кипятком. Да. Если с вкус дрожжами, похоже то теплое. или иначе? Одинаково Да. будет. У нас цель главная, чтобы закваска быстрее получилась закваска дрожжевая. Все, когда это вот все вот уже будет Окей, с после- пузыриками, уже все получилась закваска. Вот у нас 5-литровая банка. Вот сюда вот эту вот закваску, вот сюда вот я выливаю. So, вот это хлеб, Вот После- оно вот- перемешается, оно А. все будет как а каша. будет вот это. Да? А, Будет каша. Вот эту вот закваску там можно будет ложечкой все это перемешать и вылить вот сюда. Выливаем. Берем сухой квас. Да, сухой квас, купленный в магазине. Высыпаем закваску, выливаем сюда и кладем 2-3, ну в зависимости от объема. Если 5 литров, можно, если 3-литровая банка, 2 ложки больших вот это кваса. И заливаем теплой водой. И закрываем крышкой. И на сутки ставим в теплое еще место. сутки. Ок. Первый самый задел, его лучше слить. Но он будет не очень еще, он будет еще не до конца. Вы даже когда попробуете, вы будете почувствуете, что он еще, ну, не резкий.
Он еще Это- слабенький, А, слабенький. окей. Сливаете и снова Еще берем опять квас 2 ложки, ложку уже можно сахара, добавляем все специи вот эти вот там изюм, там что есть, да, можно шиповника добавить, например. Шиповник отлично. Да, вот, ну немножечко. И на ночь поставили. Утром вы встаете, и вы будете видеть, что там вот идут вот такие вот. Он гуляет. Да-да-да, Вот он маленький. гуляет. Да-да-да. Он гуляет, Как гуляет. газированный, Вот этот да. уже готовый квас работает, Мгм. что он Да. работает, да. Вот. Когда он останавливается, все, он готовый. Еще можно добавлять. Есть такой вот продукт, как солод. Его тоже применяют. То есть кто-то любит, например, квас, Ага. еще добавляют вот этот солод. А. Этот квас обязательно. А солод А не солод Мгм. это не обязательно, но можно его Если потом вы добавить. хотите, да. Вот этот и этот вместе. Окей. 2 или 3 дня для готовить квас. Для- Один вот этот, а 2, Нет, 3. ну вот это можно на ночь поставить. На следующий день уже оно, Ночью. в зависимости от того, как быстро оно. Да-да-да. Это же зависит еще от качества дрожжей. Мгм. Если дрожжи свежие, хорошие, да, Работает лучше. да, то оно быстрее. Ну, в принципе, 1 ночь, 12 часов, Окей. полсуток. Да. И это сутки. Окей, супер. И потом уже вот готовый квас, который можно попробовать. Я хочу. Давайте еще кому-нибудь нальем. Ну давайте. И мне. Да. Так, пробуйте. Какую сетку? Ну, чин-чин. Чин-чин. О, мне очень нравится вот это. Это немножко кислый, сладкий изюм. Да. Это супер. Это русская кола. Да. Кола. Русская кола. Русская кола. У нас герметичная это закрыто. М. Если подбавлять, его надо все время, чтобы он жил. Чтобы- Да, Чтоб да, жил да. всё время. Чуть-чуть сахара. даже не сахара, можно там изюминку еще добавить. А. Ну, чтобы вот он все время, Мгм. потому что даже вот в банке в такой, в холоде, он все равно, он не бродит, но он живет. Да. Как только вот вы его забросили и не трогаете, вот день-два, и все, и он Да. умирает, окей. умирает, и все, и он уже невкусный, его А надо вот это выливать. сколько долго? И это также. Вот Так же. если долго держать, он закиснет, и уже все. Когда закончил, Надо ещё- сразу сливать, иначе он будет киснуть, конечно. Ему нужно все время движение, Мгм. движение. How you filter from this to this? Ну, надо, чтобы он, во-первых, не мешать, Мгм. а ситечко. И потом сюда добавляю свежий Мгм. изюм. Не отсюда, А, а ново. свежий, Ново. новый, да, новый. Сюда. И вот этот вот старый тоже убираю. Мгм. И делаю новую закваску и новый изюм. Супер. Спасибо. Вот такой вот у нас квас. Отлично. Сейчас мы знаем. Отлично. Ну, Да, чин-чин еще раз. чин-чин. Quindi grazie Olga, adesso lasciamo il confine col Kazakistan, lasciamo la steppa per andare verso le montagne dell'Altai. Andremo verso il confine tra Mongolia e Cina, nella città di Gorny Altai, dove andremo ad incontrare Grigorij, che fanno miele. Grigorij fa miele da tantissimi anni, è stato uno dei primi in Russia negli anni 90 ad andare a Torino con Slow Food per presentare il proprio prodotto. Quindi rimettiamoci in viaggio, risaliamo sul treno dove ci aspetta Grigorij col suo gruppo e che ci spiegherà tutto del suo fantastico miele. But this is not just 0.5 or 0.6, this is 5-6 gradi. It's just a bit alcohol, like beer. Chin chin.